Если мы хотим служить Иисусу, если мы знаем Его голос и если мы получаем задание от Него, тогда уже никто и ничто остановить нас не сможет. Я получила задание от Господа финансово благословить одного брата, который живет в другой стране. Я знала, что это задача, которую я должна выполнить. Я написала ему об этом. Он ответил, что не нужно высылать деньги, потому что вы на войне, и они вам больше нужны. Мне было плохо после этого ответа. Внутри не было мира. И в течение 2 или 3 дней Иисус настойчиво мне велел послать деньги. Дух Святой мне напомнил о том, что мы не живем завтрашним днем, мы живем сегодняшним днем, неважно, война или не война. Только Иисус знает, кому важнее эти деньги. Человеку, который не на войне, или нам в стране, где идет война. Поэтому я повторно написала, что я буду высылать деньги. Господь сказал мне определенную сумму. Я решила выслать ее 2 частями, чтобы удостовериться, как быстро дойдет первая часть. Когда я выслала первую часть, этот брат очень быстро получил, поблагодарил. Я тут же высылаю вторую часть. После получения второй части он написал, что эти финансы – это ответ на его молитву, потому что накануне или немножко раньше он молился о том, что ему нужно оплатить некоторые счета, а финансов нет. Я очень благодарна Иисусу за то, что Он употребил меня. Это первое. А второе, я благодарна Иисусу за ту настойчивость, которую Он дал мне в этом деле, потому что оно на самом деле было непростым. Когда я попыталась отправить деньги через банк, одним из способов, у меня ничего не получилось. И я увидела, что деньги отправить невозможно. У меня есть знакомая молодая женщина, которая работает в Приватбанке. И я написала ей об этой ситуации. Она написала, что Банк Украины, Нацбанк, отменил международные переводы. Вроде бы как должно звучать убедительно, что денег ты уже отправить не сможешь, потому что Национальный банк Украины отменил международные переводы. Позже я узнала, что она некомпетентна была в этом вопросе, но в данном случае внутри меня Господь говорил отправить деньги. Была очень интересная ситуация, потому что когда Господь открывает двери, ее уже никто не может закрыть. Если Он дает задание, то его нужно выполнить, и оно выполнимо. После этого я сделала 2 или 3, наверное, 3 попытки отправить деньги другими способами. Но на самом деле через этот же самый банк, просто с карточки на карточку, с 4-й моей попытки все прошло очень гладко и быстро. Я была так благодарна Господу, и я спешу этим поделиться с каждым, кто хочет служить Богу. Если в сердце ты получаешь задание, если в сердце ты точно знаешь, что это Иисус, и Он говорит тебе что-то делать, возможно, оно кажется тебе неисполнимым или трудным, или очень трудным, все равно иди вперед. Иди, потому что Иисус за тебя. Это раз. Потому что Он открывает двери. Это 2. И в-третьих, потому что Он сам, по сути, это все совершает. Мы просто инструменты. Я благодарна Иисусу за
всякий момент, когда Он употребляет, когда Он использует. И это все для славы Его. И тогда всегда будет плод. Всегда. Если мы слышим, делаем то, что Он говорит, плод будет обязательно. А вся слава будет только Иисусу Христу.